В начале видео хотел бы порекомендовать вам очень полезный канал о компьютерах, программах и железяках PC for User. На этом канале вы узнаете о ремонте ноутбуков, компьютеров и телефонов на базе Android и их прошивке. Вам тут подробно и интересно расскажут компьютерные лайфхаки, про удаление вирусов, чип-тюнинг авто, про установку, настройку и оптимизацию операционной системы, тестирование различного софта и инструкции к ним. Также на канале все видео собраны в различные плейлисты, что упростит поиск информации. Видео на канале выходят довольно часто, почти каждый день что-то новое и интересное. Очень рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик. Привет, YouTube! Долго же меня не было. Ну что ж, я вернулся. Месяца 3 назад собирал знакомому компьютер, вот и решил с вами поделиться этим опытом. В принципе, в выборе комплектующих у меня была свобода выбора. Кроме видеокарты GTX 1060 и процессора i5, которые должны были присутствовать обязательно в сборке, как того желал заказчик. Сейчас многие из вас могут сравнить цены и сказать, мол, то дорого взял или то можно было взять получше. Но хочу вам напомнить, что цены постоянно меняются из-за курса доллара. И не всегда все есть в наличии по доступным ценам. Например, к этой сборке мы возвращались трижды. И каждый раз бюджет был фиксирован в гривнах 34 тысячи, около 1250 долларов. Но так как курс постоянно плавает, то каждую неделю приходилось смотреть на цены и ждать, пока будет лучший момент, чтобы скупиться. В итоге покупал комплектующие в 3 магазинах по самым низким на тот момент ценам. И в итоге сборка вышла в 1250 долларов, что я считаю хорошим результатом. Данный компьютер будет еще лет 5 тянуть все современные игры. Если не на ультрах, то на очень высоких настройках так точно. В Full HD, естественно. Для 4К гейминга этого бюджета явно маловато. Для наглядности я буду внизу экрана прибавлять итоговую сумму комплектующих. Первым делом надо было определиться с выбором видеокарты, ибо если купить дорогую, то придется сэкономить на чем-то другом, а если взять откровенно слабую, то игровым этот компьютер тогда не назвать. Версия 1060 была обязательна, поэтому осталось только определиться с объемом памяти, охлаждением, частотами и производителем. Пересмотрев все, что предлагает рынок, я остановил свой выбор на карте Asus GTX 1060 на 6 ГБ. Полное название ее в описании. Эта карта, как я считаю, золотая середина из 6-гиговых версий 1060. Если брать какой-нибудь Polit или EVGA, то эта карта на тех же частотах гораздо тише и холоднее. Если брать версию гигабайт на 3 вентилятора, то сразу прибавляем 1500, что никак не вкладывалось в бюджет. Итак, с картой определились. Следующее требование – процессор Core i5. Не очень хотелось брать предыдущие поколения, хоть они и есть в продаже. Тем более, что последние несколько лет поколения процессоров Intel, мягко говоря, мало чем отличаются. Но так получилось, что по очень вкусной цене нашел в своем городе процессор 8-го поколения Coffee Lake Intel i5-8600K. 6 ядер по 3,6 ГГц с Turbo Boost до 4,3 ГГц и возможностью разгона, конечно. Я бы не брал с индексом K процессор, так как его все равно никто разгонять скорее всего не будет. Но между версией с и без разгона и частотой 3,1 и 3,6 ГГц была смешная разница в 200 гривен, поэтому выбор был очевиден.
Версия этого процессора так называемая боксовая, но хочу вас предостеречь, что впредь процессоры с индексом K версии Box будут поставляться без системы охлаждения в комплекте. Версия Box означает, что процессор поставляется в бумажной коробке, а версия Tray теперь поставляется в пластиковом стикере, только сам процессор. У меня есть для этого процессора отличная башня Deepcool IceBlade Pro 2 на 4 испарительных трубках, но как назло потерялось крепление под сокет Intel. Поэтому пока не найду крепление, прикупил самый дешманский из всех возможных кулер за 5 баксов. Он рассчитан максимум на i3, но практика показала, что выше 56 градусов температура в играх не поднималась, в танках по крайней мере. Ну какое-то время на нем можно посидеть, хотя нет ничего более постоянного, чем временно. Далее стал вопрос в выборе оперативной памяти, хотя что тут выбирать? Откидываем откровенный Китай и остается Corsair Vengeance LPX, две планки DDR4 по 8 ГБ на частоте 2133 МГц, но зато с радиатором и таймингами 13-15-15. На материнской плате было решено сэкономить сколько можно, но без фанатизма, конечно. Среди прочих, одной из самых дешевых материнок, из тех, что были в наличии, конечно, была ASRock Z370M Pro 4. На Z370 чипсете с 4 слотами памяти, чтобы со временем можно было еще докупить 2 таких же модуля, и с наличием слота M2, который работал бы на шине PCI-Express 3.0 и занимал 4 линии. Под файлопомойку был выбран хорошо зарекомендовавший себя диск Western Digital на 1 терабайт синего цвета с фиксированной скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту и кэшем 64 мегабайта. Далее я приступил к выбору SSD накопителя, потому что SSD давным-давно себя зарекомендовали как must-have. В обычном форм-факторе 2,5 дюйма брать систему не очень-то и хотелось, ибо скорость SATA контроллера уж очень сильно ограничена. Отсюда пришлось искать накопитель в форм-факторе M2, который работал бы на шине PCI-Express 3.0, ибо его скорости многократно выше SATA интерфейса. Выбирать было не особо из чего, так как в этой ценовой категории конкурентов у диска Transcend MTI 850 на 128 ГБ просто не было. Заявленная его скорость работы это 2500 МБ в секунду на чтение и 1100 МБ в секунду на запись, что раза в 4 выше, чем у SATA интерфейса. Далее всю эту систему нужно чем-то питать. Многие люди на этом этапе делают ошибки и стараются сэкономить на блоке питания, что очень плохо. От качественного питания зависит как производительность, так и качество
и долговечность всей системы. Но на оставшийся лимит денег особо не выберешь ничего хорошего. И тут в продаже нашел один хороший блок питания Corsair CX500 на 500 Вт, восстановленный, по очень хорошей цене. Да, это довольно не новый блок питания, но очень хорошо себя зарекомендовавший, да еще и по такой вкусной цене и с сертификатом 80+ бронза. Я довольно спокойно отношусь к восстановленной технике. Никто никогда не скажет вам, что именно было причиной возврата товара на завод для восстановления. Это может быть как гарантийный ремонт, повреждение упаковки или банальное отсутствие кабеля питания в комплекте. Но практика показывает, что восстановленные товары по качеству превосходят конвейерные образцы, ибо к восстановленным товарам применяется большее количество тестов на надежность. Также вы, наверное, заметили, что поставляется блок питания в обычной коробке. Это сделано для того, чтобы ушлые продавцы не продавали восстановленные товары под видом новых. Например, восстановленные айфоны также продаются в бесцветной белой коробке. И вот мы пришли к самому последнему этапу, это выбор корпуса. Что тут сказать, этот корпус Game Max самый дешевый вариант из всех, которые я смог найти, чтобы глаза не вылазили на орбиты, когда смотришь на него. И тут дешевизна видна невооруженным взглядом. Во-первых, это очень тонкий металл, 0,4 мм толщины дают о себе знать. Во-вторых, это очень острые кромки, не обработанные на заводе. Порезался в первую же минуту. В-третьих, не хватает столбиков и болтиков для установки материнской платы. Их предлагается заменить пластиковыми стойками. Достать материнку потом будет не так-то и просто. Да и качество этих пластмассок, мягко говоря, одноразовое. Кнопки перезагрузки на корпусе не предусмотрено почему-то. Кроме того, что установка материнки в этот корпус стоящее удовольствие, так и установка видеокарты не обошлась без приключений. В характеристиках написана поддержка видеокарт до 360 мм длины. Наша карта куда короче, но из-за отсека для жестких дисков разъем питания видеокарты поставить не так-то и просто. Кроме того, для установки диска форм-фактора 3,5 дюйма в корпусе всего одно место. И он так становится, что упирается в оперативку, если будет стоять все 4 планки. Пока стоит 2, все норм. Да, и чтобы поменять диск, приходится снимать переднюю панель.
Для кабель менеджмента тут нет ничего, но я считаю, что у меня еще очень даже ничего получилось все спрятать. Но в итоге корпус смотрится очень даже не стыдно. После сборки оставалось мало времени и систему надо было отдавать, поэтому протестировал компик только в бенчмарке мира танков. Результаты перед вами. Тестов 1060 в связке с i5 в интернете полным-полно, поэтому смысла в полном тестировании не особо видел. Система установилась за 5 минут. Включается компьютер мгновенно. Холодный старт 10 секунд от включения до рабочего стола. Также тестировал скорость SSD, и она была в 2 раза ниже обещанной. Кроме того, официальная утилита не видела диск. Отсюда и скорость не мог достоверно ею проверить, и прошивку диска обновить. Написал в официальной группе Transcend, может, найдем решение. Но даже с такой скоростью этот диск в 2 раза быстрее любого 2,5-дюймового SSD. В общем, я считаю, что у меня получилось выжать за $1250 максимально производительную систему с запасом минимум в 5 лет. Если у вас есть замечания по выбору комплектующих или сборке, то прошу отписаться в комментариях к этому видео и поставить лайк. А с вами был Спец, всем удачи и до новых видео!